Всем привет! Наступила весна, скоро купальный сезон начинается, и в этом видео я хотел бы коснуться темы каркасных бассейнов. Стоит ли их вообще покупать, стоят ли они своих денег и так далее. У нас бассейн появился в 2017 году, а предпосылкой к этому стало то, что годом ранее, в 2016 мы были на отдыхе с семьей в Одессе, и у ребят, у которых мы арендовали домик, был бассейн для гостей 6 на 3 метра стационарный, и наши дочки весь отпуск провели в этом бассейне. На море их было вытащить практически нереально, они обе научились в нем плавать, ну и тогда я впервые задумался, что бассейн иметь дома это довольно-таки круто. Уже в следующем году, когда планировали летний отпуск, я вдруг осознал, что будет то же самое. Мы поедем на море, а малышня опять будет сидеть в бассейне. Ну и пришла идея прицениться на покупку. Купил я довольно быстро и спонтанно его. В течение месяца выбрал, заказал и установил. Каркасный бассейн, по моему мнению, имеет целую кучу плюсов. Главный из них, наверное, это все-таки легкость ухода за ним, его невысокая цена и невысокая цена обслуживания. В моем случае сезон купания мне обходится чуть больше 300 гривен. Это, наверное, там 11-12 долларов. Ну, более подробно о том, как я готовлю бассейн перед сезоном, поддерживаю в течение сезона, что я использую. Об этом я сниму ролики попозже немножко. И если хотите не пропустить их, обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик. В следующих видео я именно об этом и буду рассказывать, какие ошибки я допустил при монтаже изначально, что нужно было бы сделать, что сделал бы сейчас. Ну и вот эти вопросы ухода тоже все я буду освещать. Вот самый главный плюс это, наверное, невысокая цена и легкость ухода. Следующий плюс это дети. Счастье детей от того, что они могут купаться, когда захотят и сколько захотят. Ваше счастье от созерцания, счастье ваших детей. Ну и, как говорит моя жена, намного стали они здоровее. То есть в течение года она стала замечать, что после активного купания летом, весной, вернее осенью они намного меньше болеют, когда идут в школу. Обычно знаете, как это бывает. То есть все с соплями, там какой-то период времени адаптации проходит. То у моих малышей это, слава богу, сейчас стала намного лучше картина. Тоже плюс немаловажный — это прекрасный отдых. Любые выходные вы можете наслаждаться бассейном, если погода позволяет, загорать, купаться сколько угодно. Там утром, просыпаясь в рабочий день, вы можете нырнуть, зарядиться бодростью на целый день, или там придя с работы вечером, также точно после трудового дня расслабиться. Ну, в общем, вот такие очевидные плюсы есть у каркасного бассейна. Ну, а минусы тоже есть, наверное, но они скорее связаны не с самой конструкцией там или форматом этого бассейна, а именно с какими-то моментами монтажа могут быть и так далее. Ну, об этом тоже я скажу в следующих роликах. В общем, мое резюме такое. Бассейн к покупке однозначно рекомендую. Я думаю, никто из купивших не жалеет о том, что купил бассейн. И самое главное, наверное, это стоит поторопиться, потому что в прошлом году, когда мой друг один заинтересовался покупкой, это было уже июнь месяц, и в наличии хороших вариантов не было. То есть были либо самые-самые дорогие, там с чрезмерной комплектацией, которые, ну, по сути, наверное, и не нужны, либо очень маленькие, которые, ну, не дадут того кайфа от бассейна, который хотелось бы иметь. Поэтому времени терять ни в коем случае нельзя. Если задумаетесь о покупке, начинайте уже как бы планировать сейчас, в начале весны, и все получится отлично. К маю месяцу, когда можно уже купаться начинать, у вас все будет готово. И еще один немаловажный момент такой, это нужно покупать как можно больший размер бассейна. Вот из того, что вы можете себе позволить. Хочется 7-метровый, обязательно берите его. Лучше там дособирайте денег, отложите покупку на следующий год, но возьмите именно размер побольше. Потому что единственное, о чем, наверное, можно жалеть, о том, что купили маленький, они не собрали денег на тот, который хотели изначально. Потому что все-таки комфорт, я думаю, обеспечит минимум 5-метровый с глубиной хотя бы метр тридцать, да. Ну, какие-то там 90-сантиметровые, это прям совсем варианты выходного дня где-то на даче. То есть, если вы хотите дома установить стационарно каркасный бассейн,
чтобы каждый год там все теплое время года пользоваться, то однозначно он должен быть, ну, минимум 5-метровым, я считаю. Поэтому берите вариант побольше. Всем большое спасибо за просмотр. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.